Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я начал задумываться, почему какая-то музыка популярная, а какая-то музыка не имеет такого ажиотажа. На самом деле это очень серьезный риторический вопрос, и боюсь, что ответ на него очень сложно будет найти. Ведь действительно сейчас нелегкая борьба разворачивается в культуре всего мира, и для классической музыки, так же как и для фольклора, появляются все более и более серьезные конкуренты. Хотя, наверное, надо сказать, что такие мысли посещают не только меня сейчас, но и те, кто жили в 80-х, когда появился рок, или когда в 90-х появился рэп, диско и множество других направлений, я думаю, что думали точно так же. Я должен сказать, что все эти современные течения имеют огромную аудиторию. Конечно, можно сказать, что такие монстры, как Андреа Бочелли, все равно собирают аудиторию, но все же я констатирую факт. Сложно сейчас и классическим музыкантам, и тем, кто занимается фольклорной музыкой. Такая же ситуация, кстати, и в литературе. Хотя нужно обязательно сказать, что литература может наоборот уйти далеко вперед. С учетом появления аудиокниг, думаю, что такой новый формат даст литературе новый шанс. Поэтому писатели и поэты еще будут, просто в новом формате, в современном обличии. Вот рэп — это чем не поэзия? Да и те же авторы на YouTube, те же писатели. Вот, например, Антон Птушкин — это современная версия Астольфа де Кюстина, который приобрел мировую известность изданием своих записок о России, которую он посетил в 1839 году. И я должен сказать, что самое главное сейчас, когда мы летим с такой невероятной скоростью, это не потерять землю под ногами, сохранить связь с нашим прошлым, с нашей культурой. И, к счастью, есть люди, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы удержать эту тонкую нить между прошлым и будущим, и профессионально переносят звуки древних народных инструментов в наш современный мир. В составе ансамбля «Туран» 5 музыкантов: Бауржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Максат Медеубек, Серик Нурмалдаев и Жанту Дадабаев. Великолепные люди, креативные, устремленные. Сейчас сложно живется классике, а тем более для современного фольклора это очень тяжело. А молодые люди из коллектива «Туран» очень голодные, чтобы показать свою культуру всему миру. Они великолепные люди, очень креативные, устремленные и при этом очень интеллигентные. Помимо работы в ансамбле, они преподают в консерватории имени Курмангазы и Академии искусств Жургенова, являясь магистрами искусствоведения и докторами философии. Это молодые люди, владеющие более чем 30 народными инструментами. История создания коллектива началась в 2008 году в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Фольклорно-этнографический ансамбль «Туран» появился в 2008 году. Тогда мы были еще студентами Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Нам было тогда по 18-19 лет. Будучи молодыми, мы очень много мечтали, очень многого хотели, многого планировали. Но, к сожалению, тогда не все были друг с другом знакомы. Хотя до этого, когда мы учились в школе, кто в колледже, у нас всегда была тяга научиться играть на древних казахских народных инструментах. Причем не на одном. У нас у всех была задача, чем больше мы умеем играть на многих инструментах, тем будет лучше. Хотя, в принципе, не все из нас понимали, зачем это все надо. Но потом мы вот до сегодняшних дней шутим, что на самом деле наверняка ансамбль «Туран» появился благодаря какой-то судьбе, благодаря стечению каких-то обстоятельств определенных, потому что мы познакомились только в 2007 году, когда обучались в консерватории. Тогда мы поняли, что мы мыслим одинаково, мы хотим достигнуть определенных одинаковых задач, и мы умеем играть на многих музыкальных инструментах. Каждый участник ансамбля является мультиинструменталистом, как я уже сказал, умеют играть более чем на 7-8 музыкальных инструментах. И мы в своем творчестве используем, помимо того, что играем на многих музыкальных инструментах, мы еще используем такой
синкретизм жанров. Получается, здесь вы можете услышать такое соединение разных жанров. Это может быть словесное творчество, это может быть песенное творчество, это может быть кюи какие-то, да, определенные, это может быть танцы определенные, театральное какое-то творчество. И все это мы делаем впятером. Мы стараемся привнести чуточку элемент шоу, потому что, ну, это как бы, опять же, тенденция современности. И, конечно же, чтобы было интересно для нынешнего поколения, сегодняшних наших зрителей, мы во многом используем на наших концертах LED-экраны, показываем, рассказываем про наши традиции, инструменты и проводим такой некий интерактив со зрителями. Если мы вернемся назад, да, то эти корни наши, да, они ведут, ну вот Туран, да, слово Туран, Тур — это вот объединение цивилизации, где вот все и прорастало, произошло вот это, да, все, весь тюркский мир и так далее. И я думаю, на самом деле это то, что Макс сказал, Ер-Туран, оно вот является объединением тюркского мира. Haydi. Hıç. Hıç. Haydi. Hop. Конечно, в истории Казахстана есть и другие коллективы и личности, которые переносили на своей жизни музыку родного народа. Безусловно, это и Курмангазы, это Дина Нурпиисова, Ахмед Жубанов. Ансамбль «Туран» — это симбиоз всех жанров традиционной казахской музыки. В своем творчестве они используют старинные музыкальные инструменты. Например, такие как шан-кабыс, кыл-кобыс, сабызги, жетеген, чертер, даулпаз, бубен, а также применяют технику горлового пения. Естественно, взяв эти навыки в руки, мы начали думать, как можно это все использовать. До этого, если существовало в Казахстане очень много коллективов именно в ансамблевом варианте, там, например, от 12 до 25 человек, и были очень много оркестров народных музыкальных инструментов, нас было всего 5. В руках у нас было более 25 музыкальных инструментов. Причем все инструменты были очень древними, и нужно было нам достигать определенного оркестрового мощного звучания. Очень необычное, оригинальное звучание народных инструментов, захватывающих душу, вывело ансамбль на мировой уровень. Почти за 15-летнюю историю коллектива музыканты написали более 30 авторских произведений. Группа выступала в таких знаменитых залах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, Концерт-хаус в Берлине и Кремлевский дворец в Москве. Также они выступали в Каннах, выступали в Париже и во многих других странах. В их копилке 3 альбома, сочетающих в себе воинственную и философские тематики. Естественно, для нас как бы изначально
композиторов не было, которые должны были писать. И с этих годов нам пришлось в то же время раскрыть в себе талант композиторства, так сказать. Мы начали писать, сочинять разные композиции, делать то, что действительно душе нам угодно, то, что нам нравится, импровизировать. Бывало время, когда уходило на импровизации, мы могли сидеть днями, ночами, сутками, забывали покушать, поспать, но благодаря такому труду, благодаря тому, что мы были влюблены в творчество, у нас получилось организовать такое большое течение. Вот мы сейчас специально так говорим, направление, течение, как Туран. Потому что, да, первоначально мы ставили перед собой цель, что мы должны пропагандировать казахские народные инструменты в современном обществе, чтобы это все стало такой модной тенденцией для молодежи, чтобы молодежь сама хотела играть на этих инструментах, научиться, и, конечно же, чтобы все, что касается древней истории Казахстана, стало очень таким трендовым, интересным для современного поколения. Я думаю, мы сегодня как-то чуточку хотя бы приблизились к этой цели, потому что на сегодняшний день можно сказать, что преемников ансамбля Туран и те, кто продолжает нашу начатую добрую традицию, уже стало очень много. Я могу сказать даже больше, что многие коллективы, мы помогали им создаваться, мы учили своим определенным навыкам, и сейчас они являются, даже могу громко сказать, да, действительно звездами в мировом масштабе. Конечно, такой успех – это совсем не то, что ребята хотят видеть результатом своего творчества. Главная их цель – это пробудить современной молодежи вкус к их родной музыке, к звучанию инструментов их предков. Конечно, успех в международной аудитории – это всегда приятно и интересно, но молодых музыкантов больше интересует возможность направить внимание современности к истории, обратить к истокам и не давать забыть значение традиционной музыки. И если так назад посмотреть, то вот 13 лет тому назад это было в Европе экзотикой. Это вот, знаете, люди как-то относились к инструментам, вот, ну, диковинка, да, ну вот что-то вот вроде такого, грубо говоря. И сейчас уже все знают казахские музыкальные инструменты, традиции и так далее. То есть сейчас, насколько это актуально и востребовано, я скажу, да, это востребовано, актуально, потому что это исконное казахское, вот этот фольклор сам. И эти инструменты, они, как, знаете, отображают всю мысль казахского рода, всю вот эту вот степь, широту, ну, богатство, да, так скажем. И мы чуточку хотели, так сказать, зрителя, слушателя приблизить к этим истокам через нашу музыку, непосредственно через инструменты, потому что это, во-первых, сакральные инструменты, казахтар говорят хасиетты, да, то есть, да, священные инструменты. Например, возьмем кобыз, да, колхобыз, это вот в том виде, в каком он был, там много-много веков существовал, и сейчас он в первозданном, да, вот виде мы имеем этот инструмент. Вот. Какие-то инструменты модифицировались, да, то есть были такие этнографы, как Болат Сарыбаев, Өзбек Жанбеков, ну, много-много, которые, так скажем, оставили эти инструменты, ну, какие-то инструменты оставили, ну, мы видим только в книгах, да,
читали. Но была мысль, давайте мы какие-то инструменты потихоньку будем возрождать, притворять это в жизнь и уже, так скажем, в наших композициях отражать. Помимо исполнительской деятельности, мы уже давно занимаемся исследовательской деятельностью, преподавательской деятельностью, менеджерской деятельностью. Мы хотели бы все это развивать. Вот, кстати, продюсерская деятельность. Сейчас у нас мастер-классы ведутся не только по игре на инструментах, но и от игры на инструментах до продюсирования вообще этнической музыки, вообще как это должно происходить. Поэтому мы хотели бы взглянуть на само слово, на само понятие этнический мир, да, этническая музыка более шире. Хотели бы научить всем навыкам, показать и сказать миру, да, как можно делать, что нужно развивать. На самом деле нашими мотиваторами были всегда наши родители, наши учителя, а также наши слушатели. Мы хотели бы вместе с нашими слушателями действительно развиваться еще очень долго. В условиях скоротечности времени и развития технологий многое музыка становится более технологичной, и в некоторых жанрах уже компьютер заменяет большинство музыкальных инструментов. И ребята относятся к этому с пониманием, но также с позитивным настроем, и они даже иронизируют друг с другом на эту тему. Не надо будет важки, не надо будет играть, за вас сделает робот все это. И он будет и сочинять ки. Вот был такой вот как бы спор. Я говорю, как может робот, ну я не знаю, сочинить ки? Это ты сейчас ну это вот говоришь, сейчас, да, я говорю. да, ну потом, нет, я потом как-то когда это... будешь пересматривать это видео, потом ты... Вот, нет, я к этому как-то и иду, чтобы я потом посмотрел, сказал, ничего себе. Да, на самом деле это, ну, я... Поживем увидим. Да, поживем увидим. Всякое возможно. Ну, на самом деле, всякое возможно, да. И может даже и Максу не понадобится. Это будет диковинка тогда. Настоящий Кобос играет! Представляете, это вот предки уже, его сын и его сын, там, да, это он уже будет там, правнук, да, твой будет? Может вот быть. он будет, скажет. Или скажут, дедушка. он все еще играет. Да, все вот это картошка было. А сейчас мой робот Джонни играет на этом инструменте. И он И он намного лучше нас да, играет. и он да. намного лучше играет. Он Паганини на Кокобузе играет, да? Технически. Класс. Были моменты, конечно, нам говорили, что вот у вас ничего не получится, вы об стенку будете биться головой, эта музыка ваша не актуальна, вас никто не будет слушать и так далее. И мы на разрез завязывали с ними и все, уходили и, конечно, работали, трудились. Это тоже нас мотивировало. И, конечно же, самое главное, мне кажется, это слушатели, наши аплодисменты, да, наши, да. Они всегда говорили, ребята, пожалуйста, не распадайтесь, вы нам нужны. И вот это вот нас подталкивало, да, мотивировало и вдохновляло. И мы работали над этим.
Вот то, что касается ансамбля «Туран», во-первых, это этническая культура. 13 лет назад развивать этническую культуру в массы было очень сложным явлением. Потому что тогда процентаж именно прослушивания аудитории именно этнической музыки был очень маленьким. Вот как Бауыржан сказал, да, в мире это было диковинкой. Когда мы могли куда-то просто поехать и представить наши фольклорные инструменты, это воспринималось в большей степени как экзотика. После того, как инструменты действительно звучали по-новому, действительно какие-то определенные даже композиторские формы появлялись в наших произведениях, люди начали относиться к этому достаточно серьезно. И они начали в этом искать и видеть ту священность, которую как раз-таки наши предки до сегодняшних дней до нас донесли. Потому что, как мы уже и говорили, мы стараемся в своем творчестве показать все богатство нашей культуры, потому что до нас было сделано очень многое. И мы просто ощущаем большую такую ответственность за то, что мы являемся тем звеном, которые должны дальше продолжать тот путь, который довели до нас наши предки, скажем так. Вот, поэтому я думаю, для нас самыми главными мотиваторами в творчестве, если бы мы могли бы, да, сказать, да, нам очень сложно, ребята, давайте все это бросим, давайте не будем этого все делать, то тогда бы, мне кажется, нас бы совесть просто замучила бы до сегодняшних дней, потому что мы могли бы это сделать. И вот, мы действительно держались друг за друга, когда нас спасало в большей степени само творчество, само искусство, и во-вторых, нас спасало всегда вот эти братские отношения между нами. То есть мы действительно такая дружественная любовь, взаимопонимание между нами, оно выводило нас из вот этих сложных ситуаций, которые приходили. Наверное, у многих возникнет вопрос, а раз уж действительно наш мир меняется, возможно, то, что люди уходят от традиций, отрываются от корней, это правильно, это эволюция. Я с этим не совсем согласен. Несмотря ни на что, нельзя забывать о том, что стояло в начале. И многие люди, посещая концерты этногруппы «Туран», вспоминают о своем прошлом, и это вводит их в настоящий транс. Мы же выступаем в разных сценах, допустим, да? Не скрываем, мы выступаем на тоях. На тоях, на свадьбах, разные, да, все сидят тихо. То есть нас любят и старшее поколение, и среднее звено, и младшее. Вы бы видели, как дети, которые бегают вот на праздниках, да, они застывают. Они как столбы стоят и до конца слушают нас. И как нас любят, мы вот много давали концертов, в музей, когда работали, приходили. В школах. Они прям, знаете, каким отношением нас, каким трепетом они нас слушали. С любовью. Дети, да, кажется, что они сейчас должны шуметь и так далее, разговаривать. Нет, они смирно, тихо, и они прям слушали нашу музыку. И сейчас, допустим, мы думаем, наши слушатели, все. Да, ты начинаешь задумываться над аудиторией, да, кто на самом деле является нашей аудиторией. Как Макс сказал, да, действительно, там нету никаких возрастных ограничений. Но всегда создается вопрос, понятное дело, что ты хочешь подпитываться определенными какими-то духовными богатствами, да? Но второй вопрос, все-таки, почему ты приходишь на наши концерты? Большинство людей, которые посещают наши концерты, они говорят, мы не только обогащаемся, мы как будто очищаемся на ваших концертах. И мы этим феноменом задались, вопросом таким, почему идет вот это слово «очищение». В действительности наши инструменты очень древние, очень священные, и многие из наших инструментов когда-то применялись шаманами. А шаманы – это те же целители, которые лечили людей музыкальными вибрациями. Изучая этот вопрос, мы понимали, что действительно вот эти музыкальные вибрации, они очень сильно действуют на людей. Хотя мы являемся просто музыкантами, просто здесь, получается, сам звук,
очень сильно влияет на человека. Будучи вообще, не зная, да, традиции казахского народа, не зная языка казахского народа, вне зависимости какой нации человек, когда он слушает нашу музыку, они в один голос начинают говорить, что их что-то внутри будоражит, что-то внутри просыпается, и им становится интересно узнать про свои корни. То есть вне зависимости, какой, опять же, нации он принадлежит. И, опять же, углубляясь в эту тематику, мы вот уже 2 года ведем один проект, который назвали таким названием интересным, как этнотерапия. То есть мы здесь, получается, через казахскую народную музыку учим людей уметь слушать ее, учим людей уметь понимать ее, а также уметь ее воспринимать внутренне. Потому что при нынешних условиях, при нынешних обстоятельствах, когда очень много негативных каких-то явлений в мире, на самом деле можно очищаться музыкой, очищаться исконной народной музыкой, этнической. В итоге, получается, мы на целый год арендуем концертный зал ночами. Потому что ночами выходят очень хорошие достаточно импровизации. И в то же время никто не теребит тебя, и в итоге получается все действительно идеально. Мы на целый год нанимаем звукорежиссера и звуковую аппаратуру. И в итоге, получается, мы каждый день после работы приходим в этот концертный зал, выключаем весь свет и просто включаем аппаратуру, звуковую аппаратуру, чтобы записывали. И эта звуковая аппаратура, звукорежиссер Сергей Лобанов у нас тогда был, он просто включал запись и записывал все наши импровизации. В итоге, получается, 3-й альбом был полностью импровизированным. 3-й альбом получился таким, как будто слушатель мог сидеть в зрительном зале и сразу слышать наши вот эти импровизации из первого уста. То есть мы не записывали там, никакого второго дубля не было там. Там все было с первого дубля записано. И действительно, вот этот 3-й альбом, он очень сильно отличается от предыдущих 2. Он получился достаточно интересным. Если вот в сочинении, допустим, да, какие-то вот сложности были, инструменты, там, вот надо было сюда вот этот инструмент добавить, нехватка инструментов надо было сделать, тогда мы же еще были студентами, и сейчас вот мы смотрим, оглядываемся назад на эти композиции, и в какие-то моменты приходит смех. Оглядываешься, сравниваешься, действительно смешно. Как вот мы так могли выйти на сцену? Ну там чисто энтузиазм, мы на это все не обращали. Да, все, что есть, ну просто... Да, представляете, и какие-то вот сейчас, я тоже в тот раз говорил, мы с вами разговаривали, какие-то композиции мы уже более, так скажем, оболочку уже одели, приодели, какие-то другие инструменты добавили.
Вот эти трудности были, когда мы с 25 инструментами ловили такси, ехали на студию, там, да, ночевали в консерватории, в зале, там, не знаю, до утра сочиняли музыку и на утро шли, записывали в студии. То есть, представляете, это вот надо болеть этим, что ты забываешь про сон, действительно, и потом осознаешь, все, мы записали, сделали, то есть закончили свое дело, так скажем, все, теперь надо спать. Ну, как бы вот так, да, отношение было таким. Идет как-то вот, да, вот. Как должно идти. Да, как должно идти. Вот мы даже и не думали, что вот будет ансамбль «Туран», что мы назовем его так, что у нас будут какие-то общие задачи, цели. Это уже вот потихоньку, все своим чередом, да. Просто мы к этому двигались, делали, доказывали делом, выступали. Все случилось, как должно было случиться действительно. Да, может быть, 15 лет назад или 20 лет назад, вот я вспоминаю, да, какие у меня были определенные, да, мечта какая-то, да, не знаю, что. Да, я мечтал стать там определенным, не знаю, там космонавтом, кем-нибудь, да, без разницы. У человека очень много таких, да, он любит летать в облаках. Но, несмотря на это, я могу с уверенностью сказать, да, все, о чем я мечтал до сегодняшних дней, за 15 лет, будучи в творчестве вместе с ребятами и создав вот это огромное течение ансамбль «Туран», я достиг всего. Достиг всех своих вот этих вот мечт, всего того, что я хотел достигнуть. Может быть, чуть-чуть из другого ракурса, но в любом случае я ее получил. Получается, если самое главное человеку, оказывается, нельзя останавливаться мечтать, и оказывается, не обязательно тебе, вот благодаря своей мечте, если ты захотел там космонавтом стать, и обязательно ты должен идти и обучаться там космонавтике или быть еще кем-то. На самом деле просто, оказывается, нужно любить свое дело, быть преданным своему делу, творить, очень много работать над этим, каждый день шлифовать себя, несмотря ни на какие трудности. И хорошо, что действительно есть рядом люди, которые могут в любой момент тебя поддержать, в любой момент прийти рядом, быть с тобой. Это дорогого стоит. Вот я же пожелаю каждому вот именно этого. Сейчас остались только легенды о том, что раньше музыка была не просто развлечение, музыка — это была настоящая магия, волшебство. Раньше тех, кто играл на кубызе, называли шаманами. И вроде может показаться, что сейчас уже шаманов и не встретишь, но на самом деле вот они, это группа «Туран». И это не они выбрали музыку, а именно музыка и музыкальные инструменты выбрали их. И именно поэтому они настоящие шаманы, волшебники нашего времени. И очень хочется, чтобы то, что они делают, навсегда осталось в истории, и они смогли через своих учеников донести это знание в наше светлое будущее и во благо всего человечества.